Привет! Сегодня второй день нашего путешествия. Мы осмелились и зашли на ферму. Говорю, ну если что, мы ничего не понимаем. Не поймем. Да. Но я сама решила за вас, что вы хотите подробный обзор хаты этих свиней. Трэш. 400 ступенек туда, 400 ступенек обратно. Любим мы пожрать, короче. Как француз ест улитку? Ну, давай. Вау! Это что за смачная попка такая? А еще знаете, за что мы любим Францию? За бесплатные туалеты. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Yeah-yeah-yeah. На-на-на-на-на-на-на. Привет! Сегодня второй день нашего путешествия. Мы едим мороженое. Мы идем в отель. Мы там заказали завтрак. Ну, там На непонятно, что будет. Скорее всего, выпечка. Угу. Может, не только. To good to go по 2 евро. Мы заказали 2 пачки. Сегодня вообще день to good to go будет. Угу. У нас уже 4 или 5 заказов. Угу. Почему бы не пользоваться, раз местные не хотят, мы будем. Угу. Там отзывы хорошие. Да. Ну что, хотела рассказать. Значит, там есть кошка. Я показывала на видео. Ну, что показывала. Значит, там есть кошка. Такая хорошая, красивая. Ее, короче, выкидывают на ночь. Мы хотели ее спасти, потому что она постоянно мяукает. Там есть окно в ванной. Может, даже сегодня заснимем. И она очень вот прям просилась. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите меня. Мне тут холодно и голодно. Мы так, Саша, представляли. Да. Ну, думаю, ну ладно, мы хотели взять. А потом думаю, блин, а если будут искать или еще что-то случится? Ну, блин, откуда мы знаем, как там устроена у них жизнь? Короче, не взяли. Но утром она к нам пришла. Напомнить о себе. Пришла, мы ее пустили. Она меня куснула. Понимаете ли? После этого я на нее обиделась. Не гладила ее. Но она была у нас в комнате. Но... И она, короче, постоянно... Потом она сама вышла, мы закрыли дверь, и она потом стояла и мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Типа, пустите меня, пустите меня, пустите меня. Теперь я понимаю, почему кошку выкидывают на ночь. Потому что она поет целый день, целую ночь, точнее. Очень вкусное вот это мороженое. Но сникерс, который... мороженое сникерс, такой классический, у меня, наверное, на первом месте. А у тебя? Ну, это тоже вкусно. Угу. Вот этот вкусный, но на втором, а классический вкусный и на первом. Хочу вам показать, как прикольно скрыта парковка для велосипедов. Вот опять логотип. Вот, тут велосипеды. Прикольно, да? Вообще, так от дождя, от снега, от воров, самое главное. Вообще классно выглядит. Ну вот инфраструктура и какие-то продуманные штуки, это вот есть во Франции, конечно. Это классно. Такой домик, он милый. Зашли тут в очень красивую улицу, мы ее еще вчера заприметили, но зашли только сегодня. И тут вот в первом же доме уже что-то интересное. Да. Такая зеленая, старинная. Экстра необычная. Машин, конечно, очень много и приходится очень тесно. Буквально метр ширины свободно. Ну, дома тут просто каждый привлекает внимание особенно. Тут очень много электро, гибридов. Ну, не так много, как в Вене или в Осло, но много. Вообще, чем севернее город и страна, тем солиднее. Вот на севере просто больше работы. Да. Ты посмотри, ну вот стиль домов здесь просто. Я в шоке. Как это круто. А еще как они ухаживают за территорией. Сядут какие-то кусты, Да, растения. тоже возле каждого дома что-то растет. Вот это красиво. Ой, класс. А что это? Мини цветочки. Мини-чупики. Такие. Вот красивые какие-то деревья. Но это не то. И такое разнообразие растений, кустов всяких. Как будто в Италии. Да, половину я никогда не видел нигде. Ну, это я видел. И так тихо, спокойно тут. Ребят, а это вот
Такая скромная входная зона. Вот этого скромного домика. Блин, нереально, да? Эх, как вообще... Как я в восторге, что мы именно сюда попали. Я такой красоты, наверное, никогда не видела, Сашка. А Ну, ты? Это Вот так много еще, как раз не было одна бы обидно, улица. если бы мы здесь были там на день или Мгм. поменьше. Хорошо, что мы здесь на 3. А мы еще такие думаем, блин, 3 дня, наверное, вообще нефиг тут делать. А тут 3 дня как раз таки еще и мало может оказаться. Посмотрите, какой фонарь. Я вообще в восторге. Я никогда не перестану снимать Лили. У нас будет видео на 4 часа. Тут еще, представляете, прям посреди города, в центре города, вот такая ферма. Прикол вообще. Ну это какая-то типа педагогическая для детей. Там вот дети гуляют. Короче, мы ничего не понимаем, что написано. Но... Ну, вон, ферма, мы поняли, куры, и видели там детей. Вон ходят. Блин, прикольно, там реально сено, люди, вон. Класс. Короче, мы осмелились и зашли на ферму. Сашка говорит, блин, как мы будем объясняться, если что? Я говорю, ну, если что, мы ничего не понимаем. Не поймем. Да. Слышите, гуси где-то? Вот люди работают, вон, так на ферме. Блин, пошли вон туда. Ну, тут в основном просто как парк, не знаю, какой-то открыт. О, пойдем туда, там, наверное, что-то интересное. Ой-ейку. Фу, как пахнет. Блин, я в шоке. Гуси, это как в деревне пахнет. Приколдес полный. Вот. Утки. У них озеро. Ну, это типа как зоопарк, только открытый. Свинь. Вы это видели? Саша, сколько он килограмм? 2 свина. Там экскурсии какие-то детские. Вот это курица на 4 кило. Офигеть. Голуби. Блин, а так ухоженно вообще. Блин, мне этот свин вообще просто так понравился. Гляньте на эти уши. Мы смеемся, что они как у чупсика. Хрю-хрю. Я не могу, реально как у чупсика, такие большие. Блин, вот это мы попали. Это ослики. Ослики. Блин, это просто открытый вот такой парк. Да. Офигеть. Ну, нас не попросили денег и не выгнали. Но тут нету крокодилов и бегемотов. Тут именно такие вот деревенские, фермерские, да. Ну, реально, все детям показывают. Но тут в основном очень много детей. Вон там ослики. Ну, это козлы, наверное, какие-то. Ну, большие, да? Блин, тут петухи. Блин, так мило как-то вообще. Я в шоке. Мы вчера проходили мимо, но было закрыто. Было поздно. Блин, вот это круто. А просто пойдем еще вот туда, там типа магазин фермерский. Я, конечно, знаю, что вы не просили подробный обзор, но я сама решила за вас, что вы хотите подробный обзор хаты этих свиней. Вот так они живут, очень комфортабельно. Между прочим, не как в Америке, вот эти вот непонятно из чего дома. У них тут из кирпича. Она же ничего не видит. Это свинья. Саш, Да. Почти. это какой-то особый вид французских свиней. Какая-то белая. Борзая. Белая свинья. Там есть описание. Вот, реально. Если вы что-то поймете, пожалуйста. И надо, конечно, очень осторожно, потому что везде какашки. Также огородик. Дерево. Блин, ну это восторг. Я в шоке. Блин, я никогда не видела в центре города. Вот тут вот в 5 минутах вокзал. Да. Мы тут вот приехали. Вчера ходили здесь, но было закрыто. Это реально получается в 5 минутах вокзал, и тут на тебе парк-ферма. Свинофермы. Тут все. Ну, смотри, это что за вот оно? Я не знаю, я в Лиле столько растений увидела, незнакомых мне.
Просто не обязательно в парке, а просто люди высаживают. Сама в шоке. Блин, так мило. Капусточка. А, это эко-капусточка, видишь, она плохо растет. Уже и жуки поели. Значит, эко. А, или ну только посадили. Вот бурячки видно. Или редис. А, редис. Наверное, похож на редис. Блин, как клево. А там печка какая-то. Тут есть такой календарь, ну, типа огородника-садовода, когда что садить, Ага. наверное, и когда собирать урожай. Блин, прикольно. Я еще слышу, как петухи орут. Блин, мне вот этот дом вообще нравится. Как аккуратно все. Я влюбилась. Это очень красиво. И это бесплатно, нас не просят. Кстати, надо отметить, во Франции очень часто, что можно бесплатно входить. Крутые туалеты бесплатно. Какие-то замки. Мы ходили в Нанте, были много раз. Такие, да. Вообще почти все бесплатно. Просто мы... Мгм. Да. Не, ну есть типа музеи в этих замках, они платные. А так окружность, ходить, лазить. Развлечений Да. и удобств. В этом есть плюс, но есть минус. Раньше что они бастуют, блин. Парки вот эти Да. японские мы ходили тоже были. Типа тут, вот чтобы привезти сюда ребенка и показать ему курочку, свинюшку, не надо за это платить. Ну такие смешные Ну. дети, он пилот идет. Это кто? Пилот. Смотри, какие у него еще сапожки милые. Вышли с фермы. Ну, конечно, в восторге. Идем, обсуждаем, что это в центре города, что это так Лабиринт. прикольно и мило. А, лабиринт виноградников? Вот он, я не знаю, что это. Прикольно. А дальше, вот когда мы прошли ферму, дальше вот такой вот парк. Такой зеленый, тоже красивый. И современное здание. Вот оно видно. Дядечка работает. Там работает дядечка, тросит, косит траву, тросит. И тут в этом парке вот еще такой лабиринт с каких-то кустов. Ну, реально похож на виноград. Ну, может, яблони какие. Ну, непонятно, короче. И вот тоже такой милый парк. И тут такие современные здания. Очень много современного. И вот прям вот в этих современных зданиях ферма. Ферма тут вообще вот Посреди. недалеко. Классно. Какой кайф тут гулять. А прикольно было бы тут в хорошую погоду еще. Ну, как бы погода нормальная, но хотелось бы больше солнечно, чтобы было. Ну, и так неплохо. Нечего жаловаться, дождя нету, и то хорошо. И вот мы поднялись повыше. Вот вокзал. И вот тоже Лиль немножко другой. Уже такой современный, более высоток много. Вообще совершенно другой город, не то, что мы вам показывали. Классно. Сяшка! Не, ну, кстати, Нам еще далеко? смотрю прогноз, и Ну. вероятность дождя все снижается. Ну, да сейчас Раньше капает. была- Ну да, ну это мелочь. Была в час дня, с часа до двух, там 50% вероятность, сейчас уже только 20. Уже лучше. Темно немного. Но очень темно. Боюсь, что сейчас как ливанет. Пришли за Too Good To Go в отель. Быстро поснимать, тоже не очень удобно. Короче, нам дали много вкусных, таких прям мягчущих, миленьких. Смотри, тут не только круассаны тут, круассаны там, а тут с каким-то с шоколадом. Ой, класс! И всего 4 евро мы отдали. Да. Ну, за это количество, это... И это свежеиспечено. Ну да, с завтрака. Класс! Класс? Люблю такой. Ну, я тоже. Блин, я бы сейчас уже заточила булочку. Можно пару? Давай по одной заточим. Я хочу с шоколадом и круассан. Блин, вообще вот эту хочу. Они теплые. Вот эту хочу. Видите вот эту башню высокую? Я сейчас выяснила, что мы, оказывается, на нее сейчас идем Именно. подниматься. Но я думала, она высокая, но не настолько же. По-моему, 400 ступеней. Трэш. 400 ступенек туда, 400 ступенек обратно. Да это 800 шагов. Я в шоке, блин. Я не готова была. Я, ну, конечно, знала, что мы идем на башню, но я не думала, что он так, ну, 400, ну, и даже звучит 400 шагов, это вроде немного. Но когда видишь высоту этой башни, Ну, типа 400 ступенек, Высоко. это примерно 20 этаж. трэш. Ладно, потом расскажу, как все прошло.
А еще мы будем гулять завтра, еще послезавтра, еще послезавтра. Не, ну это такое хорошее кардио. Все, мы столько блок набрали, что нам нужно ходить. Как вы понимаете, мы идем туда, на башню. Блин, 20 этажей вверх. Может, это... Ладно, а чего вы паниковать еще заранее? Да. Интересно, что рядом вот с этой башней и, ну, по сути, это как, ну, мэрия. Ратуша какая-то. Вот здесь вот эти здания, этот комплекс какой-то напоминает какой-то советский стиль. Мы прошли всего там 2 этажа, а я уже еле дышу. Не, ну тут всех можно оставить рюкзак бесплатно внизу. Классно. Это правда, что французы плохо говорят на английском, но они разговаривают немножко, то разговаривают. Ну, он говорит, но... Кивай, говори, oui. Bonjour. Thank you. Идем. Есть лифт, есть лестница. Мы, естественно, на лестницу. Пошли. Кардио. Идем, сколько мы, треть, может, прошли. Да. На лифте только слабаки. Ну, мы никогда... Не только слабаки, и, наверное, пенсионеры. Не, ну понятно, ну, мы же не в претензии. Даже нам сложно. Капец. Но мы не спортсмены, тоже как бы. Вообще не спортсмены. Ладно, пошли. Ну, виды красивые уже. Да. Скоро будет еще лучше. Не скоро. Как бы доберемся. Эхо такое. Ура! Не так тяжело. Вообще было очень тяжело. Вначале было как-то сложно, а потом пошел. И как-то быстренько пришел. Ну вот мы где-то наверху. Тут, конечно, все безопасно, решетка, ничего не видно. Можно вот так пройти. Вот так город с высоты. Да, тут Ну. нету супер куча достопримечательностей, но это не главное. Но тот район, где мы показывали и жили, как будто это одна центр должен. Но, достопримечательность, да. как будто это старый центр, но это все-таки не считается старым центром. Так все аккуратно и очень красиво. Сейчас с Сашкой планируем вот сюда загонять. Триумфальная какая-то. Она называется Как? Париж. Париж. Как думаешь, все французы мечтают жить в Париже? Ну, наверное, не все, но многие. Есть у них такая мечта, вот, если бы я жил в Париже, как и люди мечтать, вот, покорю Москву. Думаю, у кого-то есть. Все-таки Париж он привлекает. Париж. Может, мы когда-нибудь доберемся до Парижа? Я что-то пока не очень хочу. Но может, я и ошибаюсь. А в Париже классно. Тоже такой комплекс красивый. Здорово. Здесь, получается, вот 360 градусов можно так вот ходить. Вот тут мы были. Мы еще сказали, какой-то советский район. Реально же похож на советский район. А самое главное, то забыли сказать, представляете, здесь население меньше, чем в Бобруйске, Да, в городе. 200 тысяч всего. Даже так и не скажешь. Вот по ощущениям, что это большой город, когда внизу идешь, а когда поверху гуляешь, ну как будто и реально не очень-то и он большой, да? Да. Видна окраина. Вот мы спустились, и поближе видна вот эта арка. Там можно пройти. Кстати, так не видна, а с высоты там видно, как вот из зелени такие узоры. Всякие постройки, ну, посажены, построены. Блин, я такая, лайт, как будто я выпила шампанское. У меня такая в голове. С этой стороны получше-то видно. Вот я вам, помните, говорила про узоры из растений? Видно, все видно. Я думала, и вот мы были там на башне. Блин, так красота. Так все красиво, Сашка. Так, теперь наш путь мы держим туда. То есть там какой-то парк. Может, там булочки поедим? Потому что я уже хочу кушать. Да, после башни надо После поесть. башни вообще надо подкрепиться. На входе в парк нас встречает вот такое чудище. И как всегда, конечно, красота. Это много зелени, какая-то детская площадка. Пойдем, может, на лавочку сядем? Вон туда я вижу лавочку. Надо найти. Вон видно. Там какая-то огромная площадка. Не, возле детской площадки там дети. Чего им мешать? Класс, вообще. Такие растения крутые, да? Мы, Саша, сейчас обсуждаем, что жалко, что Владик, блин,
таких парков нету. Ну, они есть, но не они такие все равно. и далеко от нашего дома. Ну, и они не такие, да. Что Не, греха просто вот таить. есть в парке, это так классно. Это Да. ну, это как бы есть факт путешествия. Мы всегда, наверное, в каждом городе ели в парке. Ну, Да. почти. Почти в каждом. Ну, в Венеции там как бы парков нету, но мы ели В Вене везде, последний Венеции. раз мы были тоже в Ну, и в парке. Вене мы ели, естественно. Почти везде, В Осло ребят. мы ели в парке. Любим мы пожрать, короче. И не только в парке. Такая милая улочка. Класс. Так. Что это такое? Как там сказал, изящные Дворец фигуры? изящного искусства. А, искусство. То есть Сашка, не просто дворец искусства, а именно изящный. ты понимаешь, что я тебя жду? Отлично, очень изящно. Вау. А как француз ест улитку? Покажи. Как француз ест улитку? Ну, давай. Вау! Слишком изящно. Я надеюсь, что можно будет зайти как-то внутрь. Ну, там типа парк или что. Ладно, там изящные фигуры я уже посмотрела. А как вот... Чтобы, знаете, полазить, еще поглазеть. Нереально. Такая величина, да, Сашка? Там еще почти не видно сейчас крышу, такая черно позолоченная. Вот с высоты было классно. Да. Супер вообще. Вообще класс. Супер, супер. На-на-на-на-на-на-на-на. Е-е-е. На-на-на-на-на-на-на. Так, нам не удалось войти сюда, Мы не потому что там по билету. Ну там по билету, Там как мы зайдем. написано, что ты на Там написано на французском билетес. Или билитис. Билетикис. Что-то на этом. Но вообще это очень роскошно. Блин, вообще так красиво. Мы сняли такое красивое видео. Потом здесь будет где-то. Классно здесь. Вообще в центре. Поближе. Вот там еще какой-то, может, парламент. Как думаешь, что? Белый дом. флаги везде. Ну да. Вот мне так нравится, как они стригут деревья. Так красиво, ровно. Кстати, факт еще очень любопытный, что здесь, мы уже говорили, маленькое количество жителей, но тут есть свое метро. Это вот, не знаю, мы шутим, что сравниваем этот город по величине с Бобруйском. Не по величине, а по количеству людей, Да. живущих с Бобруйском. Но в Бобруйске тоже нет метро. Да вообще нигде нет метро, только в Минске. Блин, так красиво здесь, Саша. Ля-ля-ля-ля. Не-не-не. Жиму, l'amour, la joie, ils sont bas du mot, ils sont bérina, ta-ta-ta-ри-та, на-на-на-на-на, на-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 на. Тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири-тири. Сейчас монетки будут нам кидать. С Сашкой покупаем проездные на завтра. Это проездной на целый день, да? Сутки. Сутки. Ну, супер. Вечером, может, уже домой подъедем. Да. Шикарно. Так, ждем билетики. 5,5 евро вместе с карточкой стоит. А это карточка сама. Какая-то странная. Она такая бумажная. Покажи. Все, его надо валидировать в транспорте, и сутки пойдет отсчет. Мы вечером поедем. Супер. Блин, вот проездной это всегда тема. Вообще, это круто. Метро показать вам? Где вы видели такое метро? А, прикол в другом, конечно, что тут пальмы засохшие есть. Какой-то музей. Ну, там какие-то магазинчики. А вот, смотрите, какая-то иллюзия. Там бесконечность. Ну, какие превосходные парки. Во-первых, тут флора невероятная. Как они ухаживают. Похоже на все. Ну, как они за клумбами ухаживают. Как это все выглядит. Всё вот именно надо ехать весной, когда все цветет. Зимой, мне кажется, если мы приехали зимой, когда еще ничего или никогда ничего не цвело, Нет, зимой не и, наверное, осенью красиво, когда все разноцветно. Деревья вообще. Это, наверное, самый зеленый город, который я вообще когда-либо видела. Нереально. Это что за смачная попка такая? Мы, короче, находимся в парке. Где-то здесь цитадель. Но туда войти нельзя. Вот я еще хотела отметить, вот просто болотце какое-то. И даже тут они понасажали каких-то кустов. Вот
ну, красиво. Они постарались даже здесь. Ну там вообще пасутся козы. В парке пасутся козы. Они скажут, что точно какая-то Франция. Бараны? Барашки. Бараны. Это странно. Колхоз, да? Такое. Что за колхоз? Приехали. Ну, да, Да, развешивают. Это, и получается, что привезли с собой это деревню. Не, ну, ребята, это вообще неожиданно для нас тоже. Он ослики. Это ослики? Ослики. Это коровы. Ходят по парку. Тут еще марафон, вон бегают. А еще знаете, за что мы любим Францию? За бесплатные туалеты. Тут вообще с этим никаких напряжностей нету. А вот в Бельгии напряжность есть. Да, там есть бесплатный туалет. Ну, не туалет, а писсуар для мужчин. Прям вот прям в центре Брюсселя, везде. На 4 одна такой конус. Да. И там воняет ужасно. Стоило. Ну, воняет ужасно, согласись. Но для женщин нормальный туалет нету. Короче, ой-ейку. Это ИА, типа? Вы это слышали? Блин, я надеюсь, вы это слышали. Первый раз слышала, как ослик иакает. Это вообще не похоже на милый ИА, ИА. Тут даже есть пастух по этих овец. Красавчик. Ой, там еще, ой, там маленький какой-то ягненок. Какие малыши. Да. Охраняют малышей. Слышали, ты мой малыш. И вон собака тоже охраняет. Как неожиданно ближе встретить столько животных в городе. Вообще, они охраняют. Ой, что это такое? Где? Родила только. Что? Не знаю, там. она только родила. Да. Сашка вычитал, что тут где-то какая-то классная своя картошка фри. Ну, как бы картошка фри, конкуренция. Это север Франции и Бельгия. Угу. Мы их сравним нос к носу. Сегодня вот пробуем здесь в Лиле. Саша нашел по отзывам. Отзывы 4,5 звезд, если в Гугле. Ну, это для картошки фри топ. Я еще говорила, ну какая разница, какая картошка? Ну мы сюда через Пентагон уперлись. Поэтому она обязана быть вкусной. Ну. Хорошее окончание прогулки. Да. Мы еще тут Саша смотрел переводчик, как правильно сказать, потому что не знает английского, и придется как-то выпендриваться на французском. И Саша идеально сказала, я вам хочу сказать. Это мы объяснили, но мы сначала не поняли вопрос, типа, здесь мы будем или на вынос. Ну, мы поняли жестами. Да. А я такая на польском говорю, тут, и тут. Да блин, сложно, но... Мы взяли соус местный, именно вот региона Лиль. Как он, ну-ка, произнеси. Шти. Покажем? Выглядит этот ларек. Ну, тут какая-то добрейшая женщина. Это легендарный ларек на этом районе. Ага. Он тут вот называется много лет, Фрутис. может, даже десятки лет уже. И там, кроме картошки, еще есть всякая фастфуд всякий. Да. Не, ну вообще... Есть свой талисман. Своя картошечка. А вот меню. Получается, мы выбрали вот этот гранде и выбрали вот этот шти, этот соус. Тут еще, ну, у нас свои напитки, у нас все свое. Там можно посидеть, мы, в принципе, посидим. Но, блин, женщина какая-то такая улыбчивая. Видно, что она добродушная очень, да? Как бы за счет этого тоже хорошие отзывы. Конечно. Потому что мы посмотрели, там были в центре возле какой-то фритерии, и там оценка 3,5. И большинство, ну не большинство, но есть отзывы, говорят, что типа обслуживание хамское, там неприятное. И снимают за это звезды. Это важно. Она нас сейчас пересадила, сказала, не пересадила, а сказала, что вы там ждете, стоите, вы должны сесть сюда. Как мы это поняли? Она просто как-то так это объяснила на французском, что все понятно. Не знаю, никак мы не поняли, мы не знаем, что это. Просто понятно.
Ну да, иногда какие-то слова понятно. Ой, блин. Плюс жесты. Но она какая-то вообще добродушная такая, Сашка. Она мне очень понравилась. Такая милая тетечка. Мы как-то дождались, что будет такая порция, просто гляньте. Но она все-таки Но грамм. она офигенная. Блин, давай налетать, я уже не могу. А фоточку? А фоточку? В Есть. одной. О, А, одна класс. только? Ага. Ну, А я руками могу. мы ж, по-моему. Это лучшее. Я помню, мы ели в Бельгии. Ну, типа, самая популярная. Она была не такая вкусная. Кажется, какая классная. Она хрустящая. Она вообще... Очень вкусный. Она внутри мягенькая. А соус, иди соус попробуем. А соус вкусный местный. Да. Называется шти. А, как горячо. Очень. Знаете соус, на что напоминает? Какой-то вкусный кетчуп, майонез. Может, лимончик. Есть какой-то, ну, наверное, лук там. Угу. Очень вкусно. Чуть-чуть горчица есть, чуть-чуть чили. А, соль есть. Знаете, как на французском соль будет? Вот так. Поэтому я догадалась, что это соль. Мы сейчас на остановке. Поедем на автобусе. Будем активировать. Угу. Смотрите, вот такое табло. Короче, да, активируем. Насколько мы помним, я помню, когда мы в Нанте были в автобусе, там такие классные, там такой типа телек. И в телеке написано, во сколько ты будешь на той или иной остановке. Все, мы в автобусе едем. Я так рада, тут так тепленько, автобус вообще классный, очень комфортабельный. Еще в этом Пауле тоже в Too Good To Go заказывать. Смотрите, сколько нам всего. Сэндвич. Ой. Хорошо. Сэндвич, какую-то вкусную штучку, и там какие-то круассаны Там божественные. это слоеная большая шоколадная. Вообще. И вот этот какой-то, не знаю, мусс какой-то шоколадный. Офигеть, да? И сколько ты отдал за это? 5 евро всего лишь. Один вот этот сэндвич стоит от 6,5. Да, мы придем, покажем, ну, наполнение. У нас еще вообще такая ситуация произошла. Короче, мы заказали сегодня много Too Good To Go. Одни булки мы знали целенаправленно в этом Пауле. И на фотках мы увидели красивые эклеры, там такие пирожные. Но. И мы клюнули. На. А нам, значит, дают, смотрите, 2 багета, огромные. 2 пакета еще там всяких. Да, ну мы дома уже всего покажем. И мы понимаем, что нам некуда деть эти багеты. Багеты, но мы никогда не сидим. Мы даже не сидим то, что он нам надавал. У нас уже на завтра все меню составлено, и на сегодня, на ужин. Блин, мы хотели отменить, но уже нельзя было отменить этот заказ. Куда деть багеты? Я думаю, хоть одного бомжика найти. Да. Типа дать кому-нибудь бомжику, он может съест, а бомжей нету. Я ни одного не вижу бомжика. Короче, вот такая ситуация. Не знаю, ну выкидывать тоже некрасиво. Нет, либо оставить. Может, оставим на каком-нибудь месте? Да, столькими, что заберет. Метро. Такое вот все закрытое. Скромненько. Короче, багеты мы оставили там на вокзале. Может, кто заберет. Поезд полностью автоматизирован. В шоке, да? Полностью автоматизированный поезд. Метро, то есть, Метро, ну, поезд. есть сами дверцы на станции Да. открываются. И полностью поезд без участия человека. То есть я такая, как без машиниста? Нет. А я еще такая думаю, что-то не то. А мне Саша говорит, ты знаешь, что он автоматизирует? Я такая думаю, блин, реально нет уж этого машиниста. Я забыла, мне уже слова заплетаются, уже не могу говорить. Знаете, сколько мы сегодня прошли? Я так устала, как собака. 31 тысячу. То есть я 3 дня ходила. Ну, это Да, с хороший Польши, шаг, ну. и давно столько не набирали. Получается, я просто каждый день прохожу по 10 тысяч шагов. Ну, плюс на работе, туда-сюда. Ну, это если на Это работе. так бы 3 дня. Не, ну если ты бы дома чаще была, на то работе, да. конечно. Ну ты тоже честно. Ну, я на работе Просто я 0 хожу, шагов да. до Да. туалета и до холодильника. Ну да. Ну я как бы и хожу 30 минут туда, 30 минут обратно, и туда-сюда, еще там на работе. Короче, метро это как-то так странно. Ты видишь, как он поворачивает этот поезд, как он в туннеле этот едет. Сам туннель виден. Ну не знаю, меня очень прям впечатлило, Сашка. Ну, мы еще, он
не уверен, ездит ли он над землей. Угу. Если да, то тоже прикольно посмотреть. Как По-моему, это, ездит. что это значит надземно? Надземно. А, надземно. Не только в туннеле. Угу. Проверим завтра. Блин, ну я в восторге. Так рада, что мы спустились в метро. Вот люблю поэтому покупать проездные билеты и ездить на автобусах. Да, на всем, На чем всем, доступно. чем можно, да. Че, распаковка? Блин, вы так устали, это Ты капец. был. Я не могу. Мы сейчас помылись, и я еще больше понимаю, что у меня нет сил. Сашка, покажем? Да, короче, что? Это еще утренняя пару круассанчиков. Осталось... Нет, один Круассан круассан и и шоколадный. шоколадный такой. Мини. А еще Саша заметил, что это та фирма, где он во Вроцлаве в Там отеле. все эти отели, да. И точно такие же эти, выпечка такая же была у нас. Клёво, не? Ну, прикольное совпадение. Ну давай показывать с Паулиной этого Вот. спокойно. Так, тут офигенные сэндвичи. Да. Ну не будем вставать уже. Да, тут два сэндвича огромные. Сэндвичи. Каждый из них стоит прилично. Ну, я думаю, по 6 евро не стоит. Да. Ну, Здесь огромная такая булка она соленая. вообще должна быть вкусная. Она с шоколадными какими-то каплями. Здесь тоже что-то шоколадное. Круассан и какой-то зайчик Мгм. в шоколаде. Ну, прикольно. Ну. А, плюс еще мусс. Какой-то шоколад. Мне кажется, нужно будет... Если бы это было... Это 5 за 5 евро. Потом... За 4 евро вот эта гора. Минимум 2 багета. Блин, там вот эти... Там... Я даже не буду это доставать, там слишком много всего. Понимаете, сколько? Больше, чем вот И это. там не только вот эти штуки, там еще круассаны, какие-то такие большие Нам еще минимум улитки. на один день это. На день завтра. Еще вот такую сумму, блин. Посмотри. Ну, короче, как... Он таких дал нам штук 7. Они вкусные. Он Да. штук 7 нам таких дал. Нет, мы как бы, смотрите, мы не на ЖК, мы не жалуемся. Просто еще плюс 2 багета. Мы не жалуемся, это просто кто нам это? Просто мы думали, что вот из Нам этого заведения... Один заказ достаточно. Но мы не знали. Мы думали, Мы ну... думали, что это нам на ужин, а это такой, типа, к чаю, такие Да, классные ну на десертики. завтрак. Завтра. Да. Ну, за 4 евро получить. А еще пакет, это реально надо весь день питаться. А багеты куда? 2 огромных, вот такие. Не, если бы мы тут прям жили какое-то время, ну, Хотя мы бы бы полмесяца. придумали. Ну, это не все еще с Too Good To Go, потому что вот еще А, блин. вот эти 4 пива, вот этих одинаковых, за 5 евро Просрочено. остались. Ну, это типа крафт, М. какой-то местный. Но написано, что он до марта этого года. Ну, как бы пиво часто бывает, что с возрастом только лучше становится. Конкретно это не самые высокие рейтинги имеет. И 4 одинаковых, конечно, я бы Мгм. хотел все разные. Ну, в принципе, Тебя не пиво спрашивали, стоит ну да. от 2 евро в магазине. Такое. Даже, скорее всего, такое больше 3. Мгм. Так что, в принципе, тут за евро 25 бутылка. Окей. Ну, у тебя в Пробуем. итоге, смотри, 6 бутылок. Это вчерашний еще. Надо потиху То есть начинать. нам тут осталось день, ну, еще господи, в Да. Брюгге день. И получается, что тебе надо это выпить и нового не покупать. Сначала выпить это, а потом новый покупать. А Саша такой, новый не покупать. Ну, в Чего я самолет сюда я не пёрся? смогу Чего я сюда пёрся? перенести. Ну, мы еще были в магазине. И, ну, как Калифорния. во Франции да без сыров, поэтому мы продолжаем Пробовать, пробовать. Взяли такой, ну, по чуть-чуть. Попробовать, Да, по вдруг 100, они 125, невкусные. Да. 150 грамм. Во Франции Вот столько это сыра красивый вообще. такой. Брик. Брик. Дюнорт. Я не знаю, ну невозможно выбрать сыр, слишком много, и нарезанный, и не нарезанный. Ну и большие упаковки, понятно, там где 300 грамм, ну куда нам столько? Да, просто такие Ну. дегустационные А тут такие. наборы. у нас. И мы, конечно, любители зеленой плесени, мы взяли похожий, только он другой. Они не все Надо вкусные. типично французский Да. пробовать. Ну что, приятного нам аппетита. На сегодня все. Да. Завтра новые города. Угу. Но не... и страны. Да? Ладно, все завтра.